Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре компактный ревер от компании Stag из серии Blacks, который так и называется Reverb. Кажется, создавая эту педаль, в компании Stag думали, как же вместить вообще все, что только можно, в очень маленьком корпусе. И вроде как у них получилось, потому что в этой педали есть сразу 4 самых популярных режима работы, включая, между прочим, шиммер. И кроме того, двумя остальными ручками можно контролировать длину хвоста ревера и количество его в миксе. То есть больше, по сути, ничего и не нужно. Теперь давайте послушаем, как звучат реверы в этой педали. Ну и первый режим работы в этой педали называется Hall. Это стандартный Hall, то есть большое трехмерное пространство, в котором можно получить как довольно незаметный ревер при каких-то более-менее вот таких настройках. Он довольно маленький, его можно еще и подубрать из микса. Довольно маленький и аккуратный. Но с этим же самым режимом можно получить и довольно уже большое и длинное помещение, которое вам нужно будет для игры одной-двух красивых нот, которые будут висеть вдалеке. Я же советую использовать такие средние настройки, чтобы, например, ваша ритм-партия в каких-то песнях звучала более интересно, если вы играете один, как, например, у Nothing But Thieves. То есть такой ревер разнообразит звучание, и когда вы играете, опять же, в одиночку, без всей остальной группы, может быть, под барабаны и под вокал, гитара звучит реально собранно и классно, как будто на записи. Следующий режим работы Plate. Это двухмерное пространство. Звучит странно, но этот режим эмулирует реверберацию, получаемую от такой большой металлической пластины, эхо по которой идет вот по оси X и Y, в отличие от холла, которая трехмерная комната. Этот режим работы любят многие, в частности, джазмены. Им нравится, ну, почти всем, нравится отклик именно от Plate реверба, потому что он, во-первых, был очень распространен именно когда джаз был популярен, а во-вторых, потому что он звучит довольно классно и спокойно. Ну вот как-то так. Он подчеркивает одноголосые мелодии на чистом звуке, ну и аккомпанемент, соответственно, тоже не пропадет и будет звучать довольно классно. Это не значит, что его нельзя использовать на дисторшене, просто говорю, что традиционно джазмены его любят. Следующий режим работы — шиммер. Шиммер — это довольно забавный режим работы. Он повышает на октаву реверб, который звучит. Если вы хоть раз смотрели, особенно американские обзоры на такие реверы, везде всегда снизу вопрос: а в церкви хорошо звучит? Хорошо прозвучит в церкви, потому что, естественно, этот режим работы очень любят ребята, которые играют worship-музыку. Ну, сами послушайте, почему. Ну, просто ангелы разлетаются и так далее. Хотя, на самом деле, сейчас уже и металлисты тоже себе перехватили использование такого ревера на всех лиричных чистых кусочках. И последний режим работы называется пружинный ревер или спринг. И он, булькает. Может быть, не так хорошо, как педали за большее количество денег, но чего вы хотите? Не все же сразу в одной маленькой коробочке. С другой стороны, звучит он, в принципе, и нормально. Главный тест на пружинный ревер. Ну, кажется, он пройден. И, в принципе, звучит-то неплохо. То есть самый классический ревер здесь звучит тоже, в принципе, достойно. Ну, мне кажется, довольно неплохая педаль. Педаль предельно простая,
Она работает в моно, поэтому с правой стороны у нее моно-вход, с левой стороны у нее моно-выход, сверху у нее питание от адаптера. От батарейки она не питается, потому что, ну, посмотрите на нее, куда его уместить. Она питается только от специальных 9-вольтовых адаптеров или питания в педалборде. Но посмотрите внимательно, педаль цифровая, скорее всего, она ест 100 мА и больше. Если у вас недостаточная сила тока, то, возможно, она будет посвистывать, и педаль в этом винить не стоит. Так что вот, внимательней. А что вы думаете по поводу этого ревера? Напишите нам об этом в комментариях внизу под видео. Ну и кроме того, не забудьте поставить лайк, подписаться на видео, нажать колокольчик, ну это вы все знаете. Ну кроме того, подпишитесь на «Живой уголок», там у нас прямые эфиры и интервью с разными интересными людьми. Пока-пока. Не нравится. Почему? Вот та нога твоя не нравится, колено отрезано. Заново. Ладно. А ты вот так хотел? Ну, не знаю, как я хотел. Сей как сидел. Ну да, чуть получше. Давай.